Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы ознакомимся с дневником немецкого офицера 31-й пехотной дивизии Вермахта. Звание и фамилия данного офицера неизвестны, но то, как он вел свой дневник, дает нам право предположить, что это был офицер штаба дивизии. Все время возникает ощущение, что это журнал боевых действий. Очень уж скрупулезно описаны события. Этот дневник мне показался очень интересным, так как в нем описывается обстановка на фронте, действия советских войск и реакция немецкого командования на эти действия. С моей точки зрения, это очень познавательно. Именно поэтому я и решил с вами поделиться данной информацией. Не забывайте оценить видео, а также оставить свое мнение по данному материалу. Но мы начинаем. Итак, данный дневник начинается 10 июля 1943 года. В июле 1943 года 31-я дивизия в составе 9-й армии действовала в районе Малоархангельска. С большими потерями после Курской дуги отступила на запад. В рапорте указывалось, что дивизия потеряла 17 из 28 командиров подразделений, 35 из 70 офицеров. Общие потери составили 1700 человек. А теперь непосредственно сам дневник. 10 июля 1943 года. Ночь прошла спокойно. Днем одиночное движение и окопные работы на переднем крае противника. Противник вел огонь на правом и левом флангах. Пулеметный и минометный огонь. Редкий артиллерийский огонь. Штаб ударной команды и 10-й егерский батальон подчинены дивизии. 10-й егерский батальон должен сменить батальон 82-го пехотного полка. Штаб ударной команды принимает командование на участке батальона с 8 утра 11 июля. Первый батальон 82-го пехотного полка становится резервом полка. Предположительно, 31-я пехотная дивизия будет наступать 12 июля, нанося главный удар на левом фланге. Командир дивизии обсудил план наступления с командирами частей. 7-я пехотная дивизия снова перешла в наступление с задачей овладеть северной частью леса Березовка. Наступление не увенчалось успехом. Из-за сильного сопротивления противника наступление захлебнулось перед опушкой леса. Левый сосед больше не наступает. В 23:45 9-й егерский батальон сменен 2-й ротой 31-го саперного батальона и частью 1-го батальона 17-го пехотного полка. Егерский батальон ушел в восточную часть леса. Подполковник назначен в 31-ю пехотную дивизию первым офицером генштаба. Подполковник Зелецер уходит в резерв Верховного командования сухопутной армии. До входа в курс дела нового начальника оперативного отдела подполковник Зеллер будет исполнять свои обязанности. 11 июля. Ночь прошла спокойно. На протяжении дня минометный и пулеметный заградительный огонь, в особенности на правом и левом флангах дивизии. А за передним краем противника только одиночное движение и окопные работы. В 11:20 издан приказ по дивизии о подготовке к наступлению, о группировке на наступление и об управлении наступлением. Приказ о начале наступления будет дополнительно дан из штаба корпуса. Дивизии предстоит тяжелое наступление. Оно должно быть проведено ротами неполного состава против численно превосходящего противника, который из-за потери времени с нашей стороны снова хорошо окопался и подтянул к позициям тяжелое вооружение и артиллерию. Местность также неблагоприятна для наступления. В положении противника никаких изменений. Противник вел обстрел, как и в предыдущий день. Начальник оперативного отделения дивизии в 11:00 поехал на совещание в штаб корпуса. Там сообщили следующее. Наступление русских севернее Орла заставляет Верховное командование временно приостановить наступление в направлении Курска и вывести силы из наступающей армии. 12-я и 20-я танковая дивизия перебрасывается на север. Оставшиеся дивизии не в состоянии продолжать наступление. Штаб 46-го танкового корпуса временно переходит к обороне. В 10:00 командование дивизии издает приказ о переходе к обороне. 9-й егерский батальон выходит из подчинения дивизии. В 20:30 он уходит к 7-й пехотной дивизии. 13 июля 1943 года. Ночью был слышен сильный шум мотора в направлении Березовка. Утром сильное движение, частично силой до батальона. Противник в предыдущий день вел беспокоящий огонь. Движение на и за передовой линией противника, как и шум моторов, свидетельствует о перегруппировке противника и в данном случае о возможной подготовке к наступлению.
Согласно приказу командования дивизии, штаб ударной команды, 10-й егерский батальон и 1-й артиллерийский дивизион выходят из подчинения дивизии. 10-й егерский батальон должен быть сменен в следующую ночь первым батальоном 82-го пехотного полка. Штаб с 9-й и 10-й егерскими батальонами примет часть участка 20-й дивизии, примыкает слева к 31-й дивизии. В 21:15 приказ командования корпуса. 10-й егерский батальон остается в подчинении 31-й пехотной дивизии и остается на своих позициях. Но так как смена уже производилась, командир дивизии приказал оставить 10-й егерский батальон в качестве резерва дивизии на участке 82-го пехотного полка. В 21:30 было послано соответствующее донесение штабу корпуса. 14 июля 1943 года. Ночью снова был слышен сильный шум моторов из района леса Березовка. Движение за передовой линией противника значительно сильнее, чем в предыдущие дни. Наблюдались группы по 100 человек, упряжки, танки и выгрузка пехоты. Противник выдвинул в развернутом порядке пехоту и несколько танков во овраге перед передним краем. В 10:00 прибыл приказ корпуса о проверке запасных позиций. В 11:00 командир дивизии устно поставил задачу на проверку опорного пункта капитану Хелике, командиру дивизионной школы на проверку линии для передовых постов перед второй линией, а затем лично осмотрел вторую линию. Вторая линия сама по себе кажется пригодной. В общем же непонятно, почему должен быть сделан небольшой прыжок. В 15:00 командир дивизии донес командиру корпуса свои соображения об общем положении и потребовал полного решения. Войска должны своевременно занять свои зимние позиции, с тем, чтобы еще до наступления распутиться и окопаться. В 20:00 последовал приказ по дивизии о переходе к обороне. В 20:00 атака противника против 1-го батальона 82-го пехотного полка. Атака отражена заградительным огнем из тяжелого пехотного оружия и артиллерии. Противник отошел. В 20:00 командование дивизии донесло в дневном донесении штабу корпуса общее впечатление разведки и наблюдения на протяжении дня, что противник готовится к наступлению на участке дивизии. Начало строительства позиций 15 июля. Для этого в распоряжении дивизии с 15 июля будут находиться 2 восточные роты и части корпусной артиллерии. Ответственным за руководство строительства назначен командир 31-го саперного батальона майор Штанденберг. 15 июля 1943 года. В 4:30 утра противник начал наступление с сильным огненным налетом из орудий всех калибров по передовой линии и по тыловому участку до командных пунктов полков, нанеся главный удар у отметки 250.2. Противник атакует силой до батальона с танками севернее и восточнее отметки 234.8. В 4:40 утра 3-я батарея 909-го дивизиона штурмовых орудий получила приказ командира дивизии занять исходное положение на восточном скате высоты 250.2 с тем, чтобы иметь возможность воздействовать и в направлении отметки 234.8. В 9:15 утра дивизии по приказу штаба 9-й армии была подчинена танковая рота в составе 10 танков из 4-й танковой дивизии. О прибытии роты командование должно договориться. Прибытие предположительно в 14:00. В 9:30 утра командир дивизии информировал командира корпуса. Противник наступает на всем участке дивизии, нанося главный удар у отметки 250.2. Все атаки до сих пор отбиты. Левый сосед оттянул назад свой левый фланг у лесного оврага. Одиночные танки прошли севернее траншеи. Если 7-я пехотная дивизия не удержит лесной овраг, 31-я пехотная дивизия не сумеет удержать высоту 250.2. Левый сосед ночью оставил теплое. Противник прорвал там нынешнюю оборону в нескольких местах. Командование 31-й дивизии поэтому предусматривает использовать для обеспечения левого фланга на северном берегу егерский батальон, находящийся еще в резерве. Командир 82-го пехотного полка донес в 11:40 командованию дивизии, что положение у левого соседа очень серьезное. Командование дивизии поэтому приказало ввести 10-й егерский батальон севернее для обеспечения левого фланга. В 16:00 прибыла танковая рота.
Командование дивизии в 16:30 уведомило, что рота будет введена в действие для отражения сильной атаки противника со значительной танковой поддержкой на участке 12-го пехотного полка. В 17:00 смена командного пункта дивизии, переезд его в Воронец. Оборонительные бои продолжались до 18:30. Противник на протяжении дня многократно атаковал на участке 17-го пехотного полка, 3 раза на участке 12-го пехотного полка и 2 раза на участке 82-го пехотного полка. Атаки производились силой до батальона, при мощной артиллерийской поддержке и поддержке большого количества танков. Максимальное количество танков достигало на одном участке 22 штуки. Все атаки были отражены, главная линия обороны прочно удерживалась нами. Во взаимодействии всех видов оружия было подбито 40 танков. Командир дивизии в 20:00 донес в штаб корпуса. В образцовом взаимодействии всех видов оружия дивизия приняла выдающееся участие в сегодняшнем оборонительном успехе. При этом ни одна часть не отставала от другой. Правый сосед в 10:00 полностью удержал главную линию обороны. Левый сосед, который на протяжении дня отражал прорвавшийся противнику, ночью оставил Самодуровку и занял позиции вдоль дороги севернее Самодуровки. Противник находится во врагах южнее отметок 250.2, 237.4, 220.5. Мы оставили Красовку. Это частично было бешеным бегством и оставлением при этом множества убитых и раненых, оружия и снаряжения. На протяжении дня наблюдалось ведение подразделений противником, а именно выгрузка мотопехоты и танков. Командование дивизии ожидает продолжения наступления противника следующим днем. Чтобы разбить противника на исходных позициях, командование дивизии в 22:50 приказало 12-му, 17-му, 82-му пехотному полку следующее. Надо ожидать продолжения наступления противника 16 июля. Чтобы помешать приготовлениям противника, 16 июля в 2 часа ночи следует совершить огневой налет из всех видов пехотного оружия и всей артиллерии. В 23:10 телеграмма 12-му, 17-му, 82-му пехотному полку, а также 31-му саперному батальону и 31-му батальону связи. При нарушении проводной связи донесение немедленно передавать по радио, не дожидаться устранения разрывов. Пехотные полки должны доносить не менее 1 раза в час. В связи с тем, что противник сумел прорвать немецкую оборону севернее и восточнее Орла, командование 9-й армии было вынуждено оттянуть фронт армии назад на исходные позиции, чтобы получить возможность изъять силы для ликвидации прорыва противника. В 17:30 был получен приказ командования корпуса об отходе. В 24:00 части получили приказ командования дивизии об отходе. Дивизия должна удерживать занимаемые позиции 16 июля, несмотря ни на какие атаки противника, и отойти на вторую линию обороны только в ночь с 16 на 17 июля, а в ночь с 17 на 18 июля на старые позиции. 16 июля 1943 года. Перед участком 82-го пехотного полка ночью наблюдалось значительное движение, и был слышен дизельный шум танков. Кроме этого, перед участком дивизии ничего особенного не наблюдалось. Утром наблюдалось оживленное движение перед левым крылом. 10-й батальон в развернутом порядке выдвинулся в пальцеобразный овраг северо-западнее Красовки. Противник такой же силы вступил в Красовку. В 11:45 две роты пехоты с 8 танками с отметки 234.8 атаковали 1-й батальон 12-го пехотного полка. Атака была отбита. В 13:50 противник силой до батальона предпринял атаку против 82-го пехотного полка, нанеся главный удар при поддержке танков на правом фланге. Для ослабления давления на этот полк командование дивизии в 14:10 приказало открыть огонь из всех видов пехотного оружия и всей артиллерии. Огонь артиллерии концентрируется на Красовке. Против участка 82-го пехотного полка на протяжении второй половины дня последовало еще 3 атаки с силой до полка при поддержке сильного артиллерийского огня, танков и штурмовиков. Командование дивизии приказало вести огонь всей артиллерии дивизии по Красовке. Артиллерийский штаб поддержал частями корпусной артиллерии. В 16:20 массированный огневой удар всей дивизии. 82-й пехотный полк отразил все атаки противника с большими для него потерями.
С 19 часов никаких атак противника. Однако наблюдались новые приготовления. Правые и левые соседи на протяжении дня также были атакованы. У левого соседа противник с сильными атаками вклинился на отдельные участки. Контратакой положение было восстановлено. Противник в безуспешных атаках понес значительные потери, которые он, однако, восполнил за счет дальнейшего введения резервов. Командование дивизии считает, что противник будет продолжать свои атаки, в особенности, когда обнаружит наш отход. Командир дивизии в 14:00 вторично приказал командиру 82-го пехотного полка держать при отходе теснейшую связь с левым флангом. Ударной группе приказали принять все меры для обеспечения левого фланга. В 15:30 командир ударной группы еще не был информирован об отходе. Командир дивизии немедленно установил связь с 4-й танковой дивизией. Отход начался планомерно. 82-й пехотный полк в 20:30. 12-й пехотный полк в 21:30 и 17-й пехотный полк в 22:00. Перед тем, как 12-й пехотный полк оставил свои позиции, противник снова атаковал двумя ротами и 15 танками на участке 3-го батальона. Атака была отбита, 10 танков было уничтожено. 17-й и 82-й пехотные полки заняли промежуточные позиции. 12-й пехотный полк достиг Воронца и должен в 20:00 17 июля занять окончательные позиции вместе с 10-м егерским батальоном. Движение на марше прошло без препятствий. Арьергард начал отход на 3 часа позже и достиг второй линии обороны с последними частями в 2 часа ночи. Изготовились к обороне на новых позициях. Установили связь с правым и левым соседом. Боевые передовые части выдвинуты к южной опушке леса Гнилец и деревни Гнилец. Приказ командования дивизии на продолжение отхода отдан частям в 21:45. Танковая рота 4-й танковой дивизии в 20:00 вышла из подчинения дивизии и отошла к 4-й танковой дивизии. Во время оборонительных боев 16 июля было уничтожено 20 танков. Противник атаковал передовые посты 17-го пехотного полка в 5 часов утра, 82-го пехотного полка в 6 часов утра. Они отошли на главную линию обороны. Атака противника через лес Гнилец на север была в 17:00 отражена 17-м пехотным полком. Противник нажимал на все участки дивизии. В 10 часов утра командир дивизии обсудил с начальником штаба корпуса вопрос о дальнейших действиях дивизии и выразил мнение, что 17-й пехотный полк нуждается минимум в 3-дневном отдыхе. Начальник штаба уведомил, что возможно немедленное введение в действие полка на правом фланге дивизии. Командование корпуса, однако, хочет при любых обстоятельствах попытаться найти 3 дня для отдыха 17-го пехотного полка. В 10:00 был издан приказ командования дивизии с границами нового участка и разграничительными линиями дивизии, а также указаны новые позиции. В 11:15 утра командир дивизии донес командиру корпуса, что в результате тяжелых и кровопролитных боев, которые дивизия вела с 5 июля, физические и психологические возможности частей значительно снизились. При дальнейших беспрерывных действиях, как до сих пор, они могут выдержать только 1-2 дня. Дивизии нужно 1000 человек пополнения, при этом с достаточным количеством офицеров и унтер-офицеров. Командир дивизии донес командиру корпуса, что, по его мнению, исходя из создавшихся обстоятельств, Орловская дуга должна быть сдана. В 13:30 командир дивизии донес об изготовке 2 рот во враге Юго-Восточная Гнилица. В 13:40 противник атаковал на правом фланге 82-го пехотного полка. В результате потери командира роты противнику удалось стеснить наше правое крыло назад. В 16:40 после успешной контратаки положение было восстановлено. Действия артиллерии и авиации противника были очень эффективны. Бомбардировщики и штурмовики совершали повторные налеты на бреющем полете на передовые позиции и тыловые части дивизии. Противник усилился в южной части леса Гнилец и во враге южнее Гнилец. Он подбросил на автомашинах пехоту и орудия. Южнее Гнилец наблюдение заметило 16 танков противника. Командование дивизии считает возможным дальнейшее сильное давление противника и продолжение его атак. 10-й егерский батальон в 20:00 вышел из состава дивизии и отошел к 47-му танковому корпусу.
В 20:00 начался второй отход. Арьергарды отошли в 12 часов ночи. У противника полное спокойствие, и движения на марше прошли беспрепятственно. На старой оборонительной линии заняли позиции. Справа 12-й пехотный полк, слева 82-й пехотный полк. В резерве остался 2-й батальон 82-го пехотного полка. С 20:00 укрепляли оборону. 17-й пехотный полк также остался в резерве. У правого и левого соседа отход также прошел беспрепятственно. 4-я танковая дивизия выведена. Левым соседом теперь является 6-я пехотная дивизия. 18 июля 1943 года. В первой половине дня противник занял свои старые позиции. Очень оживленное движение одиночных солдат, групп и автомашин за передним краем противника. Особое оживление в районе отметки 38.8. Умеренная деятельность артиллерии противника. 15:45 телефонный звонок начальника штаба. 17-й пехотный полк в ночь с 18 на 19 июля сменяет два батальона 258-й пехотной дивизии. 31-я пехотная дивизия также должна отправить 909-й дивизион штурмовых орудий. Причиной внезапного введения 17-го пехотного полка является большое скопление противника перед левым флангом 102-й пехотной дивизии и правым флангом 258-й пехотной дивизии, которые ясно свидетельствуют о наступательных намерениях противника. Сменяемые 17-м пехотным полком батальоны будут расположены в качестве корпусного резерва, сзади угрожаемых участков фронта. В 16:10 приказ 17-му пехотному полку. Полк должен подготовиться так, чтобы он при получении в 18:00 приказа командования дивизии мог немедленно выступить. В 16:30 командир полка получил устный приказ командира дивизии о введении в действие. В 16:30 командиры 31-го саперного батальона и батальона связи были информированы о перегруппировке и получили приказ на перегруппировку. В 18:15 прибыл приказ командования корпуса о введении в действие 17-го пехотного полка. В 20:00 был издан соответствующий приказ командования дивизии. В 20:30 1-й и 3-й батальон 17-го пехотного полка выступили. В 20:30 прибыл приказ командования корпуса о создании тыловых позиций. Командир 31-го батальона, начальник тыла дивизии и начальник снабжения были вызваны к командиру дивизии. Командир 31-го батальона получил задание принять руководство строительством позиций. Начальник тыла дивизии мобилизовать нужные для этого гражданские лица, а начальник снабжения обеспечить снабжение рабочей силы. В связи с тем, что во время смены частей возможной атаки противника, командир дивизии обсудил с командирами пехотных дивизий ход смены и попросил оставить смененные части в качестве резерва на позициях до 3 часов ночи. 17-й пехотный полк принимает командование в 2 часа ночи. В 12:20 поступила телеграмма из штаба корпуса. Из радиоперехвата ясно, что противник хочет ночью захватить внезапным ударом важные опорные пункты. 19 июля 1943 года. Полковник принимает дела у начальника оперативного отдела. В 20:30 17-й пехотный полк принял новый участок. Смена была нарушена бомбардировкой. Кроме этого, никаких событий. В 3 часа ночи на участке 256-й пехотной дивизии очень сильное наступление противника. При сильной поддержке артиллерии, танков и штурмовиков. Противник сумел прорваться в направлении села Тросно. Одновременно был атакован правый фланг 17-го пехотного полка. Эта атака была отбита. В 6:30 утра командир дивизии объявил боевую тревогу пехотным полкам и артиллерийскому полку. Тревога также распространяется на артиллерийские передки и на обоз. Командир 17-го пехотного полка получил указание держать тесную связь с правым соседом и через офицеров связи быть в курсе положения. При дальнейших атаках противника правый фланг дивизии становится большой угрозой. В 7:30 утра командир 17-го пехотного полка ввел часть 14-й роты и полковые резервы для обеспечения фланга. Первый батальон 17-го полка получил приказ принять на себя обеспечение правого фланга. Две атаки противника в 8 часов утра и в 12:40 силой до 200 человек против 17-го пехотного полка были отражены. Противник при этом вел интенсивный обстрел.
В 11:00 штаб корпуса сообщил, что передовые части противника подошли вплотную к северной окраине села Тросно, атакуют высоту 231.1, которая находится юго-восточнее Тросна. Командир 17-го полка доносит, что в 11 часов утра полк вступил в соприкосновение с правым соседом. Левый фланг соседнего полка на старых позициях, и только правый фланг оттеснен назад. В 12:30 17-й пехотный полк отразил атаку трех рот на высоту 247.7. В 13:00 штаб корпуса приказал направить третью роту 31-го дивизиона противотанковой обороны с подчинением ее 17-му пехотному полку. Перед 208-й пехотной дивизией снова отмечены танки. Так как 258-й пехотной дивизии придают отряд «Тигров», командир дивизии попросил вернуть дивизии роту, как только прибудут «Тигры». Перед участком дивизии много раз наблюдались танки. На основании наблюдения за противником командование дивизии в 19:00 донесла в штаб корпуса. Перед всем участком дивизии усиленное движение противника. Наблюдением отмечено скопление пехоты и танков в лесу, во враге севернее и северо-восточнее отметки 257.3 и Красной Зари. Противник силой около 1000 человек занимал исходное положение во врагах отметки 757.3 с обеих сторон дороги и был подвергнут огневым налетам всей дивизии. Во второй половине дня очень интенсивная артиллерийская деятельность противника по всему участку дивизии и по глубине. Умеренная деятельность авиации противника, бомбардировка. Усиливается впечатление, что противник продолжит наступление на участке дивизии с центром тяжести у отметки 757.3. В 20:30 третья рота 31-го дивизиона противотанковой обороны, согласно сообщению командования 258-й пехотной дивизии, снова в распоряжении дивизии. Обратный марш к дивизии на рассвете 20 июля. В 9 часов вечера телефонограмма 12-му, 17-му, 82-му пехотному полку, а также 31-му дивизиону противотанковой обороны. Чтобы помешать приготовлениям противника к наступлению, провести огневые налеты из всех видов пехотного оружия и всей артиллерии 20 июля в 12 часов ночи. Разведывательный отряд «Резерв дивизии» входит в лес, что у села Новая Жизнь. Правый сосед контратакой снова овладел Тросно. 20 июля 1943 года. Ночь прошла спокойно. В 10 часов вечера прибыл приказ командования корпуса номер 10. Дивизии теперь подчиняется 611-й тяжелый артиллерийский дивизион. Штаб корпуса обещает в случае сильного наступления противника поддержка 306-го батальона тяжелых танков, укомплектованных «Тиграми». В тылу противника движение группы автомашин с юга на север. Воздушной разведкой обнаружено во врагах восточнее леса Турейка около 50-60 танков. В 9 часов телефонограмма всей дивизии. Первое. Крупные скопления танков противника в районе Тросно. Также скопление противника на западной, северной и восточной опушках леса Турейка. Исходное положение пехоты противника южнее линии высот 247.7 и 257.7. Второе. Надо ожидать сегодня сильное наступление противника при поддержке танков и авиации. Третье. Главную линию обороны удерживать любой ценой. Я обращаю внимание на необходимость своевременного обнаружения подготовки противника на исходных позициях и на скопление танков, чтобы дать командованию дивизии данные для нанесения массированного удара из всех видов оружия по изготавливающимся к наступлению противника. Пехотные полки 17-й, 12-й, 82-й должны доносить о положении противника не менее одного раза в час по телефону или по радио. Четвертое. 31-й разведотряд должен быть готов выступить в течение получаса после получения приказа командования дивизии, произвести разведку дорог и участков 17-го и 12-го пехотных полков. У леса Новая Жизнь подготовиться к круговой обороне. Пятое. Строго регламентировать танковые и воздушные тревоги у всех частей, в том числе и у тыловых частей. Я обращаю особое внимание на активную противовоздушную оборону путем использования пулеметов и массированного оружейного огня. Шестое. Обеспечить оборону населенных пунктов.
расположенных в тылу переднего края, а также обозов и передков артиллерии до реки Ракитня. С 10 до 12 было отражено несколько атак противника, проводившиеся силой до роты при поддержке танков на высотах 253.0, 247.7 и 257.3. В 14:15 штаб корпуса подчинил дивизию 3-ю батарею 904-го дивизиона штурмовых орудий. Батарея подчинена 82-му пехотному полку, который должен ее использовать так, чтобы она могла воздействовать и в районе высоты 257.3. Наблюдением отмечено сильное движение у противника. Командование дивизии в 15:30 устно донесло в штаб корпуса. С 14:00 наши наблюдатели установили продвижение крупных сил противника через Гнилец на север. Из суммарных данных наблюдения надо считать, что на подходе находится одна советская дивизия. Из 15:00 начался переход линии Турейка-Красная Заря. Наблюдаемые движения противника в основном проходят пешим порядком. Однако частично они перебрасываются и на автомобилях. Много орудий на конной тяге и моторизированной тяге. Надо ожидать крупного наступления противника сегодня вечером или в течение завтрашнего дня. Противник продолжает атаки против нас на высоте 253.0. При этом создается впечатление, что несмотря на крупные потери от нашего оборонительного огня, противник вводит новые силы на ходу. Около 300 метров юго-западнее высоты 247.7, а также южнее высоты 257.3, видимо исходные позиции атаки. Противник окопался. Массированным огнем артиллерии противнику нанесен значительный урон. Для борьбы против скоплений противника командование дивизии 18-15 в телефонограмме приказало провести следующие совместные огневые налеты из всех видов оружия пехоты и всей артиллерии. 20 июля в 13:55 и в 20:30, 21 июля в 2 часа ночи. В 19:00 противник после очень сильной артиллерийской подготовки атаковал при поддержке 15 танков в высоту 257.3. Атака отражена нашим сильным артиллерийским огнем и огнем тяжелого пехотного оружия. Противник понес большие потери. 4 танка потеряли ход, наскочив на мины. Остальные отошли назад. В 23:15 начальник штаба корпуса информировал. Первое. 9-й егерский батальон выводится в качестве корпусного резерва и в случае нужды поступит в распоряжение дивизии. Второе. «Тигры» имеют задание на рассвете 21 июля разведать возможность действия на участке 31-й пехотной дивизии. Третье. 2 зенитные установки должны разведать высоту прилегающего леса. Эти позиции будут заняты в случае танковой атаки противника. В 14:30 поступил приказ командования корпуса на отход. Отход проводится на 3 участках. Промежуточные рубежи, на которые части отходят, должны быть разведаны. Главная линия обороны должна быть создана по 22 июля. В 23:00 был издан приказ командования дивизии о разведке промежуточных позиций. Строительство новой главной линии обороны началось в 3 часа утра. Для работ используется 150 солдат, 350 гражданских и 80 солдат восточных рот. Ночь прошла спокойно. 10-й егерский батальон прибыл в деревню Лебедиха. В 8:00 командование дивизии установило с ним связь. В 9:15 командир дивизии у начальника штаба корпуса предложил следующее. Первое. Расформирование егерского батальона и распределение личного состава по дивизиям. Людей и материалы целесообразнее использовать в дивизиях. Второе. Отход совершать не через участки А и Б, а прямо до участка С. При занятии участков А и Б противник должен будет произвести значительную смену мест дислокации артиллерии, чтобы воздействовать на наш передний край участка С. Третье. Использовать 10-й егерский батальон при строительстве оборонительных позиций. В 10:00 штаб корпуса уведомил о своей санкции использования 10-го егерского батальона для строительства позиций. 1/3 батальона работает у 12-го пехотного полка, а 2/3 у 82-го пехотного полка. В 10:30 прибыл офицер тяжелого танкового батальона для выяснения возможностей для действий. Утром незначительное движение к позициям и от позиций. На протяжении остальной части дня в тылу противника усиленное движение с востока на запад.
Есть предположение, что противник после вчерашних неудачных атак и после понесенных им на протяжении ночи в результате наших огневых налетов потерь изменил свои намерения и переносит пункт тяжести дальше на запад. В 20:00 телефонограмма командования дивизии 12-му, 17-му, 82-му пехотным полкам, 31-му пехотному дивизиону и 31-му саперному батальону 22 июля 1943 года в 3 часа ночи огневой налет из всех оружий пехоты и всей артиллерии. 22 июля 1943 года. Ночь прошла спокойно. В 8:30 утра противник очень крупными силами начал наступление западнее участка дивизии против левого фланга 102-й пехотной дивизии, 4-й танковой дивизии и правого фланга 258-й пехотной дивизии. Перед нашим участком положение противника не изменилось. Наблюдением отмечается продолжающее движение в тылу противника с востока на запад. В 10:15 утра командование 82-го пехотного полка доложило о движении 8 танков и 2 батальонов пехоты в развернутом порядке от отметки 233.8 в направлении оврага, что у отметки 237.0. Пехота скрылась во овраге, танки пошли назад в обратном направлении. По приказу штаба корпуса 904-я батарея штурмовых орудий подчиняется 258-й пехотной дивизии и должна немедленно выдвигаться. Выступление в 12:35. В 11:15 командование дивизии приказало для нанесения удара по скоплениям противника во враге у отметки 237.0 произвести огневой налет из всех видов пехотного оружия и артиллерии. Из перехваченной радиограммы разведчика командование дивизии в 11:15 узнало, что противник справа прорвался до района Жуковка-Верхняя Слободка. К полудню наблюдением были отмечены сильные передвижения южнее деревни Гнилец, с востока на запад. Детали не установлены из-за сильной пыли. Противник усиливает свое главное направление западнее села Тросно. В 15:30 противник численностью до 100 человек атаковал наши позиции у отметки 257.2. Танки противника поддержали атаку огнем. Атака была отбита. В 15:30 был издан приказ командования дивизии о занятии оборонительных позиций Б. Приказ предусматривает отход на общую линию. Южная опушка леса, северная окраина деревни Воронец. Группировка остается такой же, какой была на позициях до сих пор. Справа 17-й пехотный полк, слева 82-й пехотный полк, в резерве 12-й пехотный полк. В 15:30 начальник штаба корпуса сообщил, что 31-й разведывательный отряд должен отойти в расположение штаба корпуса. Штаб корпуса на правом фланге уже не располагает никакими резервами. Командир дивизии предложил штабу корпуса сменить на участке один батальон 258-й пехотной дивизии разведывательным отрядом. Таким образом, штаб корпуса получит необходимый резерв. Штаб корпуса согласился. Участок дивизии значительно расширился. Последние резервы были введены, но зато разведывательный отряд не отдан. В 17:40 командир дивизии приказал 17-му пехотному полку при поддержке 31-го разведывательного отряда занять участок еще одного батальона. Вся приданная корпусная артиллерия выведена с участка дивизии и переброшена на запад. В 10:15 последовал приказ. В 1:15 и 2 часа ночи огневой налет всеми видами пехотного оружия и всей артиллерии. В положении противника на протяжении дня изменений не произошло. Противник вел очень интенсивный артиллерийский и минометный обстрел. Прорыв у соседа справа частично ликвидирован. У левого соседа день прошел спокойно. 23 июля 1943 года. В 8:35 смена 2-го батальона 38-го пехотного полка 31-м разведывательным отрядом окончена. Передислокация снова прошла успешно. Новые очертания границы дивизии заняты. Отход на участок А относится только к левому соседу. Время отхода на участок Б еще не указано. На позициях противника никаких изменений не установлено. Очень интенсивный артиллерийский и минометный огонь противника. 102-ю пехотную дивизию и 1-ю танковую дивизию, которые находятся справа, снова атаковал противник. Успехи атаки были ликвидированы контратакой. На строительстве позиций на участке С на северном берегу Ракитня
Работают части службы снабжения, первой восточной роты и гражданское население. При этом в работах добровольное участие приняли все сотрудники управления тыла и снабжения. Работы быстрее продвинулись вперед. Сплошная траншея сегодня была закончена. Это заняло 3 рабочих дня. 24 июля 1943 года. В 2 часа ночи была атака противника с силой от 30 до 40 человек. Была атакована высота 247.7. Атака отражена первым батальоном 12-го пехотного полка. Захвачен один русский. Одиночное движение и оживленный беспокоящий артиллерийский и минометный огонь в утренние часы. В 13:00 прибыл приказ командования корпуса номер 13 о создании третьей линии в качестве обеспечивающей позиции для линии С. Эти позиции не на участке дивизии. Тыловые границы дивизии изменились. В 15:20 штаб корпуса информировал, что по приказу командования армии между позициями Б и С должна быть занята еще промежуточная позиция с общим направлением по течению Тросна. Командование дивизии считает это невозможным. Все работоспособные силы использованы на позиции Ракитня. Из-за ограниченности времени невозможно это сделать. Части не найдут впереди ни одной готовой позиции и будут нести большие потери от огня противника. В 15:45 командир дивизии донес об этом у штабу корпуса и заявил, что командование дивизии считает это мероприятие безответственным. В 16:35 прибыл приказ об отходе на участок Б в ночь с 24 на 25 июля. В 16:50 этот приказ был передан всем частям дивизии. В 17:00 приказ командования дивизии о занятии оборонительных позиций С. В 18:09 приказ огневой налет из всех видов пехотного оружия и всей артиллерии. Перед участком 17-го пехотного полка в 19:30. Перед участком 12-го пехотного полка в 19:40. В 20:00 командование дивизии занимает новый командный пункт у Невы. В 20:10 штаб корпуса уведомил, что армия воздерживается от занятия промежуточных позиций. Дивизия должна занять позиции на линии Нева-Караськова. 6-я пехотная дивизия отойдет на линию Озерно-С1. Эта позиция лежит на возвышенном скате с очень плохим полем обстрела. Действующий там полк имеет в своем тылу реку без мостов и заболоченные берега. Эти действия противоречат всем тактическим установкам. В 22:30 командир дивизии донес штабу корпуса, что этот приказ невыполним, что может быть занята только выдвинутая вперед позиция в Караськово. Штаб корпуса дал свое согласие. В 22:40 командир дивизии уведомил командира 6-й пехотной дивизии, что 31-й саперный батальон займет выдвинутую вперед позицию в Караськово, дабы установить связь с 6-й пехотной дивизией. Командир 6-й пехотной дивизии обещал обеспечить стык. Командир 31-го саперного батальона в 22:50 получил от командира дивизии предварительный приказ не занимать оборонительные позиции на участке С, а собрать свой батальон без второй роты в Караськово и обеспечить там выдвинутую вперед позицию на запад и на юг. Многочисленные распоряжения в последнее время сделали невозможным для командования дивизии давать новые распоряжения. Эти части еще больше загружаются. У правого и левого соседа день прошел спокойно. У 102-й пехотной дивизии противник продолжал интенсивные атаки. Ему удалось прорваться. Участки прорыва были ликвидированы. Наблюдением установлено введение новых подкреплений противником, вероятно, продолжение атак. Учитывая общее положение, командование дивизии считает вероятное сильное давление на фронт дивизии. В 22:40 пехотные полки донесли, что отход начался без препятствий со стороны противника. 25 июля 1943 года. В час ночи прибыл приказ командования корпуса об отходе с участков обороны на участке Б на промежуточные позиции участка С1. В 3 часа ночи была занята новая позиция. Во время отхода не было никаких потерь в личном составе и в материалах. В 4:30 утра установлено наличие противника у высот 247.7, 257.3 и 228.6. Речь идет о пехоте, артиллерии, а также отдельных танках, которые вошли в Воронец. В 8:30 части получили по телефону приказ в 14:00 передислоцировать обозы, согласно приказу, предусматривающее занятие оборонительных позиций. В 9:00 было издано дополнение к приказу командования дивизии о занятии оборонительных позиций С.
Он содержал детальные указания по использованию саперного батальона на выдвинутой вперед позиции в Караськово. Штаб корпуса в 9:20 информировал, что противник начал ожидающееся большое наступление против 102-й пехотной дивизии. Наступление захватывает и правый фланг 253-й пехотной дивизии. Противник пытается прорваться на север и соединиться с частями, наступающими с северо-востока, и этим сомкнуть кольцо вокруг немецких дивизий, расположенных в Орловской дуге. В 11:00 все передовые части в результате сильного давления противника отошли. В 14:35 штаб корпуса отдал приказ на дальнейший отход с позиции Б на позицию С. Одновременно штаб корпуса распорядился по поводу 3-й тяжелой зенитной роты 31-го дивизиона противотанковой обороны. В качестве корпусного резерва она должна отправиться в Крупышино. В 14:40 телефонограмма всем. Оборонительные позиции С занять в ночь с 25 на 26 июля. В 14:50 приказ 31-му дивизиону противотанковой обороны на отправку тяжелой зенитной роты. Днем противник предпринял 3 атаки против правого фланга 17-го пехотного полка. Все атаки были отражены. Понеся большие потери, противник отошел назад. В 18:35 командование дивизии получило приказ передать 3-ю роту 31-го дивизиона противотанковой обороны 258-й пехотной дивизии. В 21:30 начался отход. Связь с полками поддерживается по радио. Главные силы и арьергарды планомерно отошли без происшествий со стороны противника. Шел сильный дождь, так что движение было сильно затруднено. От людей и животных требовалось исключительное напряжение. В 22:30 смена командного пункта, переезд в Добринский остров. Противник на протяжении всего дня выдвигает вперед пехоту, артиллерию и одиночные танки. Противник достиг следующей линии. Северная пушка леса Морозиха, отметка 248, школа Воронец, северная окраина Лебедихи. Минометный и артиллерийский беспокоящий огонь противника на протяжении всего дня был интенсивен. Вероятное дальнейшее сильное давление. Атаки на 102-ю пехотную дивизию привели к прорыву, который был ликвидирован. 258-я пехотная дивизия отразила первые атаки на правый фланг. В 18:00 она снова была внезапно атакована. Противник прорвался и занял деревню Саковенко. Введением в бой последних сил дивизии прорыв здесь был локализован. У левого соседа день прошел спокойно. В беседе между командующим корпуса и командиром дивизии последний снова заявил, что части сильно пострадали в прошедшие недели и нуждаются в срочном отдыхе. При этом он указал, что продолжающиеся изменения отдельных приказов являются ненужной нагрузкой, и у частей при этом создается впечатление, что высшее командование чувствует себя неуверенно. 26 июля 1943 года. Несмотря на трудности, занятие позиции было проведено планомерно и окончено к 5 утра. Части нашли здесь сплошную траншею. Противник еще не следовал за нашими отходящими частями. Однако его передовые части в 8:45 были наблюдением отмечены у высоты 248.2. При отходе были вынуждены оставить и уничтожить одну автомашину, 4 танка Т-34 31-го дивизиона противотанковой обороны. В 9:00 из штаба корпуса был получен устный предварительный приказ о том, что дивизия должна сегодня в ночь с 26 на 27 июля отдать первый батальон с левого фланга 6-й пехотной дивизии, чтобы в ночь с 27 на 28 июля перенять батальонный участок 258-й пехотной дивизии. Телефонограмма прибыла из штаба корпуса в час дня. В 9:30 командир дивизии выяснил у командующего корпуса еще некоторые вопросы смены и донес, что строительство позиций у правого соседа еще недостаточно продвинулись вперед, и принимающие этот участок части поставлены в тяжелые условия. Командир дивизии рассчитывает вывести 82-й пехотный полк с левого фланга и ввести его справа. 12-й пехотный полк должен вытянуться на восток, дабы достигнуть стыка на восточной границе дивизии. Около 12:00 оживилось движение противника в районе высоты 247.2. Противник продвинулся к монастырщине Жезлова. Командир дивизии после повторного разговора с командующим корпуса приказал оттянуть в час дня передовые посты. В 1:30 противник выдвинулся вперед. В 17:00 телефонный звонок из штаба корпуса.
Выдвинутая вперед позиция у Караськова должна быть удержана 31-м саперным батальоном. Позиция С1 у 6-й пехотной дивизии остается пока неизменной. Движение противника перед центром участка дивизии в течение второй половины дня значительно увеличилось. На основании радиоперехвата и скопления сил противника в районе Ивановский-Дячья командование дивизии считает вероятным наступление на Зиновьево. Донесение в штаб корпуса было отправлено в 19:00. Оба соседа провели отход планомерно без давления противника. Атак на протяжении дня не было. Для борьбы против скопления противника на его исходных позициях командование дивизии в 21:15 приказало 12-му, 17-му и 82-му пехотным полкам 27 июля в 21:45 провести совместный огневой налет из всех видов оружия и всей артиллерии. 27 июля 1943 года. Ночь прошла спокойно. В 1:30 прибыл приказ о создании второй линии позиций. В 8:00 капитан фон Липпель, командир 31-го дивизиона противотанковой обороны, получил приказ принять на себя руководство строительством позиций и немедленно разведать очертания этой линии. В 8:45 штаб корпуса сообщил, что противник прорвался у левого соседа. При дальнейшем продвижении левый фланг и в особенности выдвинутый саперный батальон будут под большой угрозой. Получен устный приказ заблаговременно отвести назад саперный батальон. В 12:00 издан приказ командования дивизии о строительстве тыловой позиции. Работы начнутся 28 июля. Командование дивизии стремится, используя все имеющиеся в его распоряжении силы, закончить строительство второй линии как можно быстрее, дабы при дальнейшем отходе, в зависимости от развития событий на Орловской дуге, сражающиеся войска имели готовые позиции. В первой половине дня оживленное движение перед центром участка дивизии. В 16:00 штаб корпуса оперативному отделению. Первое. В ночь с 28 на 29 31-я пехотная дивизия выведет один полк. Для этого 6-я пехотная дивизия принимает участок левого батальона. Установлена новая разграничительная линия между 31-й пехотной дивизией и 6-й пехотной дивизией. До деревни Надежда, как до сих пор, отметка 221.5. Юго-западная окраина Караськова. Выведенный полк уйдет в Добрин в качестве корпусного резерва. Второе. Атака противника на 6-ю пехотную дивизию локализована. 6-я пехотная дивизия ночью отходит назад на линию С. Командир дивизии рассчитывает вывести 82-й пехотный полк. Участки двух других полков будут расширены. Приказ по телефону в 16:45. 37-й пехотный полк в ночь с 27 на 28 июля отходит на позиции С и примыкает к левому крылу 82-го пехотного полка. 37-й пехотный полк использует для отхода мосты через Зака и Ракитня в Караськово. Командование 82-го пехотного полка должно осведомиться у командования 37-го пехотного полка о времени отхода. 31-й саперный батальон без второй роты должен в нынешнем составе и силе оставаться в Караськово до тех пор, пока арьергарда 37-го пехотного полка не перейдут мосты через Ракитня на север. После этого 31-й саперный батальон взрывает мосты, отрывается от противника и уходит в район Добрина. В 19:00 командование дивизии донесло в штаб корпуса. Первое. На протяжении всего дня движение противника с юга к передовой, в особенности у Дячья и Невы, а утром южнее Караськова. Во второй половине дня большое движение телег от высот южнее Дячья к шоссе и обратно. Крупные силы противника окопались южнее Дячья. Все поведение противника свидетельствует о том, что он готовится к наступлению через Ракитня в направлении Зиновьева. Незначительный обстрел из минометов и легкой артиллерии переднего края и из артиллерии средних калибров по глубине. Наша артиллерия обстреляла скопление и артиллерию противника. Незначительная деятельность нашей и авиации противника. Второе. Движение в результате дождя затруднено. В 20:45 командование 12-го пехотного полка донесло: 100 русских спустилось по западной окраине Дячья к берегу Ракитня. В 20:50 командир дивизии приказал 12-му пехотному полку и 31-му зенитному полку совершить огневой налет из всех видов оружия по району заградительного огня 2 и 3. Командование 12-го, 82-го и 31-го пехотных полков в 20:20 донесло, что русские прорвались на стыке 12-го и 82-го пехотных полков,
Детали еще неизвестны. В 20:00 командование 12-го пехотного полка донесло, что русские неустановленной численности прорвались в траншеи у 3-го батальона 12-го пехотного полка. Командир батальона немедленно приказал совершить контратаку с силами резервной роты и локализовать прорыв. Обеспечена поддержка 82-го пехотного полка, а также артиллерийская поддержка. Контратакой в 3 часа ночи прорыв противника ликвидирован, захвачено 7 русских. Противник силой до 100 человек был в нашей траншее. В 3 часа ночи командование 12-го пехотного полка донесло о потерях противника и трофеях. У траншеи насчитан 21 труп, 17 автоматов, 1 пистолет-полуавтомат, 20 винтовок и 3 бинокля. Собственные потери: 2 убитых, 11 раненых, 3 пропавших без вести. В 3:30 31-й саперный батальон вышел из Караськова. Все мосты были взорваны. При оставлении деревни сама деревня была подожжена. 31-й саперный батальон расположился западнее Борисовки. В 4 часа ночи командование дивизии донесло в штаб корпуса. Большая темень прошлой ночью и исключительная малая насыщенность нашей обороны людьми дали возможность противнику подвинуться вплотную к нашему переднему краю. С криком «Ура!» противник силой до 100 человек ворвался на наши позиции на узком участке. Ночной контратакой он частично был выбит из траншеи. На рассвете бой еще продолжался. Противник оказывал упорное сопротивление. Прорыв был совершен на левом фланге 12-го пехотного полка. В контратаке участвовали группы 82-го пехотного полка. Для создания пехотного резерва за левым флангом 7-й пехотной дивизии выводится с позиций 82-й пехотный полк и 1 легкий артиллерийский дивизион. Смену предусмотрено произвести в ночь с 28 на 29 июля. 6-я пехотная дивизия должна принять участок 1-го батальона 82-го пехотного полка. Участок 2-го батальона 82-го пехотного полка должен быть заменен собственными силами дивизии. Вывод этого батальона возможен только в том случае, если дивизия вытянется налево, ибо в глубине в ее расположении никаких сил нет. 31-й саперный батальон не может быть использован, он должен держаться наготове для выполнения специальных задач. Вытягивание налево, учитывая атаки противника, неосуществимо и означает такое ослабление нашей линии обороны, что невозможно будет отражать атаки противника, в особенности ночью. Вывод легкого артиллерийского дивизиона означал бы дальнейшее значительное ослабление оборонительной силы дивизии. Командование дивизии не может больше нести ответственность за удержание позиций. В 4:20 утра командир дивизии лично сообщил начальнику штаба о невозможности выполнить полученные приказы. В 4:45 командование дивизии устно донесло в штаб корпуса о перспективах. В 7:30 противник силой до роты атаковал Удячье. Атака была отбита. В 8:00 200 человек противника в развернутом порядке начали выдвигаться к нашему переднему краю из района вокруг Невы и залегли под воздействием оборонительного огня. В 10 часов командир дивизии информировал командующего корпуса о происходящем усилении противника, в особенности в центре и на левом фланге, и его постоянных атаках против фронтов дивизии. Командир дивизии ясно указал на очень слабую насыщенность нашей главной линии обороны и заявил, что вывод каких-либо частей невозможен. Командующий корпусом обещал доложить об этом командующему армией при сегодняшнем посещении его. В 10:30 было отослано донесение о смене 82-го пехотного полка к группе «Орел-Юг». В 10:40 на представление и повторное указание на собственные силы и на положение противника было получено сообщение от господина командующего корпуса, что проведение приказа о выводе 82-го пехотного полка и легкого артиллерийского дивизиона будет рассматриваться до тех пор, пока не кончатся происходящие ныне бои и положение не станет ясным. В 11:40 и 12:00 на участке 82-го пехотного полка замечено движение 7 танков с посаженной на них пехотой противника. В час дня первый батальон развернутым порядком выдвинулся из района 1-го километра Невы на север к нашим позициям. Под огнем противника залег. В 16:00 начальник штаба корпуса передал приказ командованию дивизии о выводе 82-го пехотного полка. Командир дивизии в 16:40 повторно донес командиру корпуса, что противник перенес центр своих усилий с востока на запад через АК, дабы взломать АК
то есть позиции с тыла. Дивизия находится перед наступающим противником во время смены. Все действующие на передовой линии части будут в движении, а поэтому командование дивизии не гарантирует отражение наступления. Командир корпуса распорядился, чтобы приказ о смене был выполнен только после выяснения положения. 18:55 телефонограмма всем частям дивизии. Первое. Вероятно, сильные атаки противника против всего фронта дивизии в ночь с 28 на 29 июля. Второе. Чтобы помешать приготовлениям противнику к наступлению, следует совершить следующие трехминутные огневые налеты из всех видов оружия пехоты и всей артиллерии. 28 июля в 20:05, в 21:05, в 22:35. 29 июля в час ночи, в 2 часа ночи, в 3 часа ночи. Командир 31-го зенитного полка должен обеспечить содействие корпусной артиллерии и артиллерии соседей. Третье. Все находящиеся за передней линией, то есть обозы, артиллерийские передки и так далее, должны с 9 вечера до 3 часов ночи находиться в повышенной боевой готовности. В 20:25 командующий корпуса приказал сменить 1-й батальон 82-го пехотного полка и перевести его в готовность во овраге Удобрино. Командующий корпуса добавил, что это является ясным приказом командования армии, и что этот батальон в случае наступления противника будет дан в распоряжение командования дивизии для обороны и контратаки. Приказ о выводе 1-го батальона 82-го пехотного полка был получен командованием 82-го пехотного полка в 9 часов вечера. А работы на второй линии обороны еще не начались, ибо позиция снова была изменена, а штаб корпуса не в состоянии был дать точные указания. 29 июля 1943 года штаб корпуса проинформировал, что по показаниям летчика сбитого самолета противника на 29 июля запланировано наступление при мощной поддержке штурмовиков в направлении Зиновьева. Все части дивизии немедленно были проинформированы по телефону о замыслах противника. В 2 часа ночи 12-й пехотный полк отправил 2 ударные группы южнее Зиновьева. В 3 часа ночи атакой до 50 человек против 17-го пехотного полка около деревни Свобода противник прорвал нашу оборону, но контратакой был выброшен из траншей. Захвачено 3 русских. Наши потери составили 1 унтер-офицер и 1 солдат. В 3:30 утра 1-й батальон 82-го пехотного полка был без каких-либо помех сменен батальоном 6-й пехотной дивизии. В 7:40 утра 3-я рота 31-го дивизиона противотанковой обороны снова подчинена дивизии и переведена 258-й пехотной дивизией. В 10:00 она по приказу штаба корпуса передислоцировалась в Добринский остров. Разведан маршрут через мосты через реку Аку к центральному участку 6-й пехотной дивизии. В роте из-за длительного участия в боях и тяжелых дорожных условиях большие потери. В боевой готовности только 34 человека, из них 2 условно. Командование дивизии донесло об этом в штаб корпуса. В 10:30 из штаба корпуса сообщили новые линии обороны. Разведка и строительство 2А поручены командиру 31-го саперного батальона, 2Б – командиру 31-го дивизиона противотанковой обороны. К работам привлекаются все захваченные русские, наличные гражданские силы, а также вся дивизионная школа и новоприбывшее пополнение. Новое пополнение составляет 300 человек. В 12:00 был издан приказ командования дивизии о переустройстве оборонительных позиций. В течение дня противник повторно атаковал силой до батальона наши позиции, но был отражен массированным огнем из всех видов оружия. Командир артиллерии совместно с командирами пехотных полков установили те районы, где противник на протяжении дня вклинился, и которые, вероятно, будут служить ему исходными позициями для штурма. Из этих районов противник вечером будет выбит. В 17:00 телефонограмма всем частям дивизии. 29 июля будут совершены следующие огневые налеты из всех видов оружия пехоты и всей артиллерии. В 20:30 17-й, 12-й и 31-й пехотные полки ведут массированный огонь по Дьяче. В 20:40 12-й пехотный полк и 82-й пехотный полк ведет массированный огонь по Неве. В 20:45 12-й, 82-й и 31-й пехотные полки ведут массированный огонь по Дьяче, Восток.
В 17:30 командиры полков донесли командиру дивизии свои суждения о положении, учитывая предстоящий вывод 2-го батальона 82-го пехотного полка. В 17:45 командир дивизии донес командиру корпуса, как прошел день, свою оценку положения, а также соображения против вывода 2-го батальона 82-го пехотного полка. Приказано вывести батальон. Приказ о выводе батальона устно передан в 19:00. В 19:00 оценка положения. Есть признаки того, что противник эшелонированно изготовился уже Жезлова, Дячья и Невы. Командование дивизии считает вероятным сильное наступление противника. В первую очередь ночью, когда противник попытается уберечь себя от артиллерийского огня, от которого он до сих пор нес очень серьезные потери. Дороги для автомашин непригодны, для конного транспорта пригодны только частично. В 23:15 штаб корпуса передал оперативному отделению дивизии. Разведывательные команды 82-го пехотного полка должны доложиться на КП 7-й дивизии 20 июля в 12:00. Дневник прерывается. Если честно, то это моя любимая фраза. На этом сегодня все. Если понравилось видео, то поддержите его лайком, а канал подпиской. Всем пока. До новых встреч.